Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня в этот прекрасный, уже немножко прохладный летний вечер я предлагаю вместе со мной сделать обзор вот этого аромабокса. Он называется «Новинки унисекс», но по большому счету это, конечно, не новинки, это ароматы 2021 года. Аромабокс предоставил мне интернет-магазин Рандеву. Он, как всегда, предоставляет скидку моим подписчикам. Где-нибудь здесь ее напишу и всю информацию закреплю в инфобоксе. Скидка на 10%, она распространяется на всю продукцию при покупке от 2500 рублей. И при этом промокод 10% суммируется со всеми акциями и скидками, которые уже есть на Рандеву. Все, друзья, погнали. Так вот, я понимаю, что это уже не новинки. Я выбирала этот аромабокс сама, исключительно по его содержимому, потому что мне интересны вот эти ароматы, которые я тестировала только на блотере, вот так вот, ну, вскользь, потому что я считаю, что чтобы понять и купить аромат, надо его на себе поносить. Я очень редко покупаю, по крайней мере, вот уже со своим опытом, я очень редко покупаю ароматы вот на бегу, либо просто попробовав на блотере. Я сейчас обдумываю, ношу их. Часто вообще мои покупки, они от момента, пока я попробовала и даже влюбилась в аромат, может пройти полгода. Вот так, например, было с Eccentric 02, с молекулой. Я его узнала зимой и купила только вот сейчас, когда в жару он стал мне необходим. Поэтому я сегодня буду рассказывать, что из этого аромабокса однозначно и 100% попадает в мой виш-лист, который может реализоваться, ну, даже не через месяц, не через два, через полгода, а что-то через год. А что-то, вот я вам сразу скажу, что однозначно не соответствует моим вкусам, и процентов на 90 я это не куплю. Я, скорее всего, даже об этом аромате могу и забыть. Первый аромат Attar Collection Floral Musk. И что надо сказать? Что этот аромат стартует очень похоже на Baccarat Rouge 540 от Francis Kurkdjian. И на фрагрантике, кстати, очень много людей проголосовало, что да, аромат похож как на русскоязычной фрагрантике, так и на англоязычной. Очень много людей голосует за то, что аромат похож, но я подозреваю, что эти люди не носили аромат на себе долгое время. Старт однозначно, да. Но дальше с ароматом происходит трансформация. Baccarat Rouge 540, она становится к базе более древесной, она становится более прохладной. Я отлично там чувствую смолу. Аромат уходит даже в какую-то молекулярную тему, да, это лично мое восприятие Baccarat Rouge 540. Он чем-то даже мне напоминает вот тот самый Eccentric 02 в базе. Вот такой он необычный. Этот же аромат однозначно Floral Musk — это аромат восточный, 100%. Да, тут в верхних нотах есть бархатцы и жасмин, но почему-то это стартует как тот самый шафран, который многие, я даже не знаю, многие, не многие, но где-то вот часть людей считает, что это пахнет йодом и бинтами. Я сама из этой серии. Мне одно время очень сильно пахло йодом и бинтами. Теперь я как-то вот уже перестроилась, и я чувствую больше, что это шафран, да, вот у него такой аромат. Поэтому вот этот аспект, он остается. Baccarat Rouge, вот этот вот йод и бинты, кто-то слышит это как сахарная вата. Клубники, я сразу скажу, я не чувствую, но кто-то вот это называет клубникой. И этот аспект, он остается, но аромат становится таким восточным, таким тягучим, таким густым. И поэтому я его воспринимаю вообще как самобытный восточный аромат. Вообще вот эта вот пирамида, она абсолютно для меня не отражает звучание аромата. Вообще совершенно не похоже. Я бы сказала, что здесь шафран, я бы сказала, что здесь есть дерево, я бы сказала, что здесь есть специи, да, есть мускус и немножко
чего-то все-таки освежающего, ну, возможно, ландыш, ну, совсем чуть-чуть, да, аромат, не сказать, что это прям про свежесть, совсем нет. Вот, и однозначно этот аромат попадает в мой виш-лист. Однозначно, он мне очень нравится. Я не знаю, когда я созрею, но вот сейчас он на мне и в жару звучит хорошо. Это удивительно. Аромат очень густой, стойкий, шлейфовый, восточный. Но мне нравится, как он на мне звучит в жару. Моя холодная кожа становится теплой, и прям открываются все аспекты этого аромата. Поэтому он однозначно в моем виш-листе 100%. Дальше у нас Byredo Mixed Emotions. Этот аромат я пробовала вот прям только-только, когда он вышел. И меня уже тогда поразили эти смешанные эмоции. Правда, лучшего названия для аромата не придумать. Здесь особенно это было вот актуально осенью, когда это было еще в начале осени, я помню, по-моему, это был сентябрь или октябрь, такая еще была довольно теплая осень. Я помню, что мы ходили в лес, вот там были костры, то есть все воспоминания об этом были еще на поверхности. И аромат, правда, стартует, как будто ты где-то в еловом лесу, где-то там костер, сейчас вечер, все поют песни, мы завариваем чай, его пьем, нам хорошо, душевно, и мы все вместе. Здесь есть черная смородина, чай матте, просто чай, лист фиалки, береза и папирус. Но я чувствую здесь можжевельник. Я чувствую здесь явно какой-то аспект ели, елки, можжевельника, еловый лес, однозначно. Но он здесь не заявлен. Здесь заявлена черная смородина и вот чай матте. Возможно, этот матте придает вот со смородиной такой эффект. Возможно. Ну, я думаю, на самом деле матте придает вот эту дымность от костра. В сочетании с черной смородиной это уже дорисовывает, что где-то вот дымность костра, черная смородина, где-то должен быть однозначно лес, береза и папирус. Береза, кстати, она придает такой холодный оттенок аромату, он в базе холодный, я его тоже вот носила в жару, и мне было хорошо. Я думала, что он придушит вот этим вот костром, ничего подобного. Этот костер слетел минут за 10, и он остался только оттенком, таким немножко терпким оттенком остался. Но в целом, не знаю, ощущение бани, кстати, вот сейчас уже приходит какое-то ощущение бани, березовые веники, заваренный чай, так как баню топили дровами, то еще вот есть этот немножко аромат костра. В общем, абсолютно разные есть ассоциации. Сейчас больше для меня это про баню. И какой-то, знаете, вот после бани все равно есть такое освежающее чувство свежести, да, то есть ты только что прям помылся в этой бане, пропарился, поэтому ты чувствуешь себя чистым, свежим, несмотря на то, что вот где-то еще есть этот аромат костра. Да, вот, друзья, сейчас мне даже ближе вот это описание. Попадет ли этот аромат в мой виш-лист? Вы знаете, нет. Вот мне он очень нравится, как такое олфакторное переживание, как вот это вот его трансформация необычная из такого аромата костра в такую свежесть чая со смородиной, с чистотой после бани, но вот только как это переживание, да, вот так, картинок вот этих. Но я его не очень представляю в своей повседневной жизни, куда и когда мне бы захотелось этот аромат использовать. Пока нет. На 90% что нет. Так, и дальше диптих. Аромат называется Орфеон. Настолько он для меня был загадочный, что я решила даже почитать историю его создания, вообще о чем он. Аромат
посвящен ночному бару, который находится в Париже, где 3 создателя бренда Диптих собирались со своими друзьями, обсуждали, хорошо проводили время, в общем, и посвятили этому бару вот этот аромат. Но для меня этот аромат не про ночной бар, а скорее про какую-то утреннюю, ну не кофейню, ладно, потому что кофе здесь в помине нет, да. Ну какой-то аромат утра, это очень свежий аромат, очень свежий. Для меня он просто хрустальный. Даже как будто бы такое вообще редко у меня бывает, когда аромат не только вот рождает какие-то визуальные картинки, а какие-то еще вот слуховые галлюцинации. Ну, правда, ощущение вот такого звенящего хрусталя. Здесь не заявлено никаких альдегидов, но звенящий хрусталь, он обычно про что-то альдегидное. Нет, здесь я помню, что в верхних нотах есть можжевельник. Да, здесь ягоды можжевельника в верхних нотах, в средних жасмин, а в базе пудра, кедр и бобы тонко. Для меня вот этот аромат, он свежий, звенящий от начала и до конца. Вроде бы бобы тонко, кедр, вроде аромат должен стать потеплее. Он для меня не становится ни теплее, ни слаще. Он вот так вот звенит для меня ягодами можжевельника от начала до самого конца. И пудры я здесь вообще никакой не чувствую. Я не знаю, я носила этот аромат вот в жару, то есть это максимально хорошие условия для раскрытия аромата. Почему он на мне не открылся, я не знаю. Но аромат очень-очень свежий, очень звенящий. Я думаю, что в холод он на мне бы вообще никак не сидел. Ну вот не могу. Вот прям честно скажу, вот это прям совсем не мой тип аромата, потому что даже в такую вот жару, вот это вот какая-то звенящая, даже холодность, да, она мне не заходит. Но аромат, конечно, интересный. Я даже не понимаю, почему это ассоциация какая-то с ночным баром. Возможно, на мне он не открылся. Вот только так могу это объяснить. Ну, либо не мой тип ароматов. Такое тоже бывает. Так, друзья, дальше. Дальше мой любимый аромат. Это молекула 01 плюс ирис. В аромате всего 2 ноты. Здесь Исей Супер и корень ириса. Я обожаю этот аромат. Для меня он не пахнет никакой морковкой, ни вареной, ни сырой, никакой. Он для меня пахнет вот корнем ириса. Я обожаю этот аромат. Корень ириса — это один из моих любимых нот в парфюмерии. И ирис здесь, кто-то говорит, немножко ретро, я соглашусь. Да, наверное, вот это вот называют ретро. Он такой и помадный одновременно, и запудривается. И очень шлейфовый за счет Исей Супер. И такой немножко прохладный в базе. Аромат супер. Однозначно он уже в моем виш-листе. Я потому что уже делала обзор на вот эту молекулу 01 плюс ирис. Он в моем виш-листе. Это однозначно у меня будет. Так, дальше у нас парфюм де Marly Delina La Rose. Совершенно загадочная история с этим ароматом. Потому что я обожаю розу, просто обожаю. А здесь в пирамиде личи груша, бергамот, турецкая роза, пион, водные ноты, цветочные ноты, в базе белый мускус, древесные ноты и ветивер. Я не знаю почему, но этот аромат мне прям... Вот я понимаю, что он очень приятный, что мне было бы невероятно приятно его обонять с кого-то, шлейфом где-то почувствовать. Прям хотелось бы как-то, наверное, к этому человеку поближе обнять его. Но
Я совершенно не могу его на себе носить. Я не знаю, он для меня какой-то, ну вот слишком влажный. Влажный здесь вот это вот водные вот эти ноты, этот личи. Он какой-то прямо вот как липкий, как будто, да, вот как будто ощущение у меня какой-то, как будто это тут сок личи, сок груши, водные ноты, и как будто бы я вот только что, да, только что вот ела личи и груши, по мне вот это вот сок этот тек, и потом еще как откуда-то у меня появилась охапка роз благоухающих с пионами, а я все в этом соке, прям как-то слишком для меня это сладко, да, вот. Это для меня слишком сладко. Прям хочется как-то этот аромат как-то хочется поменьше, убавить его громкость, что ли. Я не могу объяснить. Короче, друзья, мне очень сложно объяснить, почему этот аромат мне не зашел, когда он очень приятный. Когда было бы мне его приятно обонять от кого-то, мне его приятно обонять с блотера. Но на себе я его не могла носить. Вот, ну, не хватает мне тут какого-то вот дерева, чего-то вот такого сухого, какой-то специи. Да, я поняла, в чем дело. Вот, допустим, Attar Collection Floral Musk — это аромат очень гармоничный, на мой вкус, очень сбалансированный. Там, знаете, там есть и сладость, там есть и слегка горчинки, и немножко кислинки, и даже какой-то соленый аспект. Бархатцы, что ли, там дают, я не знаю, я не буду эту пирамиду разбирать, потому что я с ней не согласна. И вот для меня это очень гармонично и объемно. То есть здесь, ну, как-то слишком все мило, слишком все фруктово и цветочно. Не хватает вот мне лично какой-то древесины, хотя здесь заявлены древесные ноты, ветивер, но мне недостаточно. Они очень тихие, либо на мне до них не доходит дело, не открывается аромат. Я не знаю, в чем дело, ну вот Ля Росе, Делина Ля Росе не мое, не мое. Ричард Дёти Манго. Аромат про манго. Однозначно, вот я тут чувствую манго прямо с такой кожуркой зеленой, как будто чистишь манго, льется сок. Кстати, он мне нравится, я вот сейчас еще больше задумалась. Здесь есть какая-то зеленая терпкость, вот, тут есть и вот эта фруктовая сладость, безмерная фруктовая сладость спелейшего манго, и есть зелень, такая терпкая зелень, и вот это для меня уравновешено, вот это мне нравится. Здесь очень-очень большая пирамида, я ее в жизни не запомню, я ее вам прочитаю. Здесь не разделяется на ноты, на верхние, средние и базовые, все вместе. Манго, персик, ваниль, франгипани, иланг-иланг, апельсин, мускус, мандарин, тубероза, кокосовое молоко, миндальное молочко, роза, сандал, лилия, жасмин, ирис, фиалка. Ничего отдельно вообще из этого не чувствую. Для меня это плод манго, спелый, с зеленой терпкостью. Возможно, вот эта вот такая терпкость ее придает фиалка. И, кстати, аромат немного запудривается к базе. Он запудривается, хотя тут никакой базы не заявлено, но он немножко запудривается. Однозначно попадает в мой виш-лист. У меня сейчас есть целых 2 пробника этих ароматов, этого аромата. И я однозначно должна сначала их использовать, а потом я, конечно, хочу полноразмер этого аромата. Нравится мне здесь манго. Так, и дальше у нас Тициано Теренци Purpura. Переводится как пурпур с итальянского. Я люблю носить вот такие восточные ароматы, вот как вот Purpura, например, или как Floral Musk. Я люблю носить их летом в жару, потому что лучше всего они открываются на теплой коже.
Я пробовала этот аромат в холодную погоду, он прям вообще, я его не поняла, он мне не понравился. И тут я его нанесла на себя в жару, и, боже мой, ну какая же это красота. Ягоды, фрукты, специи, дерево. Есть чуть-чуть ладана. Ну прям совсем вот тут такая доза, что она придает какую-то немножко дымность аромату, но совершенно не делает, не перебивает никакие ноты, никуда его в какую-то такую меланхолию не уводит. Нет, а вот делает его вот то самое объемное и гармоничное. Такой специево розный, здесь много розы, здесь есть роза. Роза с таким немножко акцентом малины. Такая ягодная роза, специевая. Да, да, в целом вот аромат можно так охарактеризовать: ягодная, специевая роза, пурпурная роза, наверное, вот так вот. Мне очень-очень нравится этот аромат. Я не знаю, тут 50 на 50. 50 на 50, потому что для меня этот аромат исключительно для жаркой погоды. Он на мне не раскроется в холодную погоду. Он на мне будет так вот как-то, он звучит на мне специями, очень громко корица с гвоздикой в холод звучит на холодной коже и вообще никак не раскрывается. Не знаю, не знаю. Только на жаркую погоду его покупать. В общем, 50 на 50, я не знаю, друзья, не знаю. Так, и последний аромат, Quantum Molecula от Zarka Parfum. Вот этот аромат, он для меня тоже про хрустальный звон. Здесь в верхних нотах есть бергамот, мандарин, яблоко, ананас и черная смородина. В средних светлое дерево, пачули, жасмин, турецкая роза, и в базе белый мускус, сандал, ваниль и шоколад. Но вот в отличие от Орфеона, да, вот от этого хрустального звона, который там не заканчивался. Кстати, может, бар это про хрустальный звон как раз-таки. Бокалы. В общем, здесь хрустальный звон заканчивается. Вот эти верхние сочные цитрусы, которые прямо брыжут на тебя в верхних нотах, они успокаиваются, конечно же, они улетучиваются, и аромат становится таким теплым и древесным, и чуть-чуть цветочным. Все-таки роза и жасмин дают о себе знать. Да. И в целом аромат освежающий, но при этом не такой, да, вот как в Орфеоне у меня прям до какой-то головной боли. Нет, он все-таки, спасибо ему, становится в базе чуть-чуть теплым. Но в целом аромат абстрактный, и вот здесь вот, допустим, шоколад и ваниль я не чувствую, вот именно как шоколад и ваниль. Аромат до самой последней ноты, он свежий, он про чистоту, про ту самую белую рубашку или белую футболку. Хотела бы я такой аромат себе, я не знаю, честно. Вот у меня с такими звенящими, хрустальными, свежайшими ароматами отношения такие довольно непростые складываются. У меня холодная кожа, и если еще в жару хоть как-то они на мне раскроются, вот такое количество цитрусов, то в более прохладную погоду на мне вообще ничего, кроме цитрусов, не будет звучать. Вот тоже не знаю. Но, скорее всего, нет. Из этого аромабокса я однозначно хочу от Art Collection Floral Mask, однозначно хочу Eccentric Molecula 01 Plus Iris, однозначно Richard Dirty Mango, и под вопросом у меня два последних аромата. Ну, под вопросом это все-таки не да. Друзья, вот такой получился обзор аромабокса номер 48, новинки унисекс 2021 года, добавила бы я. Я считаю, что аромабокс прекрасный способ пополнить свой виш-лист и в то же время сэкономить
деньги, потому что когда поносишь аромат долго, понимаешь, нужен ли он тебе, вписывается ли он в твою повседневную жизнь. А если ты считаешь, что не вписывается, но это прям очень ценный экземпляр, и он мне нужен, то, доносив пробник, ты прям в этом убедишься, что он точно нужен. В общем, обожаю аромабоксы. Все, друзья, спасибо, что разделили этот летний вечер со мной. Я была очень рада с вами пообщаться. Пишите в комментариях, знаете ли вы эти ароматы, какие вам нравятся, какие бы вы хотели себе или какие есть уже в вашем виш-листе. Все. Желаю всем счастья, любви, добра. Любите тех, кто находится рядом с вами или даже не рядом, потому что нет ничего важнее, чем отношения, и нет ничего ценнее, чем человек. В общем смысле этого понятия. Все, друзья, я всех целую, всех обнимаю. Спасибо вам, что вы есть. Все, всем пока.